Высоковская, мне 13. Я приехала с Украины, Киев, город Киев, да. Мгм. И сейчас ты находишься? Сейчас я нахожусь в USA, Калифорния, Сан-Диего. Мгм. Отлично. А скажи, пожалуйста, если бы твой самый лучший друг мог тебя описать, как бы он тебя описал? Я не знаю, но, скорее всего, общительная, добрая, хорошая, красивая, шутки хорошие, Мгм. смешная. Да, отлично. А у тебя много друзей осталось в Украине, или ты уже завела новых, или это все вместе? Я завела новых друзей здесь. Ну, в Украине я была еще ребенком, 10 лет мне всего лишь было, когда началась война. И у меня особо было, мало друзей. Я Мгм. мало с кем общалась, больше так в школе. И здесь я нашла своих самых лучших друзей, которым я хочу, чтобы они были со мной рядом всю мою жизнь. Ну, это круто. Скажи мне, пожалуйста, есть ли у тебя хобби? Что тебе нравится делать? Ну, есть хобби. Мне нравится заниматься, скейтинг и серф. Иногда, серф. Ну, так. Мгм. Ну, почти нету, наверное. Ну, это уже Ну, достаточно. танцы, наверное. Еще и Мне танцы. нравится танцевать очень сильно. Ничего себе. И ты находишь для этого время. Да. Ну, танцы так просто. Иногда дома какие-то с ТикТока звуки включаю, Мгм. танцую. Да, я поняла. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вообще образование это очень важно? Я считаю, это очень важно. То, что образование тебе дает возможность в будущем стать тем, кем ты хочешь. Мгм. И я считаю, это важно выучиться, не забирать там, например, в 16, потому что ломаешь свою жизнь этим. Мгм. И ты должен сначала выучиться, потом, найти хорошую работу, Мгм. и потом уже все остальное. Образование это очень важно. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, какие предметы в школе, на твой взгляд, являются самыми важными, которые пригодятся, может быть, в жизни? Мне кажется, история, Мгм. математика, ну и немного science. Ну, Мгм. география, не Немножко, знаю, что это, ну, в science, общем, науки, да? да. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, а, в твоей жизни был ли опыт, когда ты решила какую-то проблему или преодолела что-то сложное в своей жизни? Возможно, это был просто какой-то проект, в котором ты участвовала, и это тоже было интересно. То есть поделись, пожалуйста, каким-то опытом из своей прошлой жизни, что тебя саму впечатлило. Ну, в Украине в школе я не сильно нравилась некоторым девочкам, и в один день я прихожу, и они мне говорят то, что, типа, я поделилась с мамой секретом, якобы секретом этой девочки, но это был плохой секрет, то, что она курила. Мгм. И мама написала в группу, типа, то, что есть такие девочки, то, что, занимаются этим. Мгм. И на следующий день я прихожу, и просто стая девочек начинает на меня гнать то, что так и так, ты такая плохая и так далее. А я шла в школу со своим другом. Мгм. И я не успела его позвать, то, что, мне нужна помощь. Мгм. И потом в школе они, много что рассказывали про меня плохого. Мгм. И после школы сказали, давай поговорим с тобой. Мгм. Но я не пришла. Мне очень жаль, что в твоей жизни была такая травматическая история. Спасибо за то, что ты поделилась. Мне, правда, очень жаль. Это нормально абсолютно, потому что ты живой человек, и спасибо за то, что ты поделилась этим. Ам, ну, а чем эта история закончилась, могу я спросить? Особо ничем. Просто я продолжала жить с этим. Мне было Просто ты все равно. поделилась вот той проблемой, да, которая была для тебя очень острой. Я думаю, что Много а, было проблем. То, что война началась, это было очень да. страшно. Мгм. Мгм. Ты помнишь, ну вот первый день, когда ты узнала об этом?
Ну, первый день был, мы поехали сначала, ну, мы были в Карпатах с мамой, и ее подружка, моим другом и моей бабушкой, и дедушка с моей собакой остались, ну, в селе, в Украине, там, где они живут. И мы поехали в Карпаты, просто там такие, короче, чайные источники, просто она хотелось поплавать там. Мы поехали туда отдохнуть, и за день до войны мы поехали в Будапешт. Ну, это рядом, там была граница. Потому что все так настаивали, типа, едем. А маме за день до этого приснился сон, то, что, ну, начинается это все. Ну, мы поехали. Потом мы вернулись буквально в 3 часа ночи, легли спать. И уже в 4 утра мне будет мама и говорит, то, что началась война. И за час до того, как я легла спать, мне присылает папа фотку, то, что моя бабушка с Америки, с Нью-Йорка, прилетела сюда. Я засыпаю, думаю, такая, вот, все, завтра, думаю, возвращаюсь домой, как раз увижу ее. Ибо мама, ну, будет и говорит, то, что началась война. У меня началась паническая атака, мне очень страшно, ничего не могу говорить. Все как-то собираются, я не знаю, что мне брать. Я просто взяла телефон и зарядку и говорю, я еду только с этим. Я натянула, мама говорит, натягивай самую теплую одежду. Я натянула ее на пижаму, просто эти куртки, все натягиваю на себя. Сидим в машине, мне звонит папа, и я говорю, папа, я не хочу, типа, чтобы этого было. Прости. Он говорит то, что все будет хорошо, ты просто едь. Мне очень жаль. А я звоню дедушке, и, понимаете, там моя собака осталась. И я не хотела бросать эту собаку и дедушку там. И я говорю то, что я не уеду, пока, не будет дедушки здесь с собакой. Но в итоге мы едем на границу, опять в Будапешт обратно. Мы поспали буквально 2 часа, мама за рулем, все друг другу звонят, спрашивают, как дела, что происходит. За нами уже толпа там на день, на 2 выстроилась. Мы стояли где-то часов 3 точно, аж пока ждали, пока нас пропустят, и потом мы выехали. Сейчас ночевали где-то в Будапеште, просто в левом каком-то городе, в левом отеле, я не знаю, что это даже было. И потом в итоге разъехались, я с бабушкой, с мамой в Турцию уехали. Мама, лучшая подружка с моим другом уехали в Италию. И потом мы были в Турции, где-то год, месяца 4. Да, и потом мы начали ехать сюда. Я поняла. Спасибо большое за то, что поделилась этими событиями. Я понимаю, насколько это тяжело, и ты просто как бы заново сейчас пережила те моменты, которые были очень травматичны, и я могу себе представить, насколько это тяжело было вообще для всех, для взрослых, а для детей особенно, когда ты не понимаешь, что делать, и паника в первые моменты, и ты понимаешь, что ты маленький, а мир такой огромный, и он такой вдруг стал страшный. Спасибо тебе большое за этот момент. У меня следующий вопрос. Скажи мне, пожалуйста, кто в твоей жизни повлиял на тебя, вот из взрослых, да, людей, может быть? Мама, однозначно мама. Потому что папе никогда не было интересна моя жизнь, что со мной. И, в принципе, последний раз, когда, с ним общался, это было, месяца 3 назад. Он не пишет, не звонит, ничего не делает. И когда я была маленькая, он бил меня постоянно, обзывал, и маму постоянно abused. И поэтому мама мне подарила жизнь и все, что я сейчас имею. Все для мамы. Все, и мама для тебя. Ой, так много слез сегодня. Я даже, с одной стороны, мне хочется тебя как бы пожалеть, и я понимаю, о чем твои слезы. С другой стороны, я восхищаюсь тем, что ты
такая открытая, и ты не боишься быть этой открытой. И я думаю, что человек, который не боится показывать свои эмоции, на самом деле он очень сильный человек, поэтому я тобой горжусь. Спасибо. А, Скажи мне, пожалуйста, чем бы ты хотела заняться в жизни? Ну, мне с детства нравилось... Я сначала мечтала быть директором. Я не знаю почему, но мне Мгм. нравилась эта должность. Мгм. Руководить людьми и ставить им задачи такие, которые улучшат, мир и то, что, для людей, короче, чтобы все Мгм. было. И мне всегда нравилось, когда мама ходила на работу. Она работала, в аптечной сети, и Мгм. мне нравилось приходить в аптеку к ней, когда она могла меня брать, и там приходили клиенты, и мне нравилось всегда говорить, типа, здравствуйте, что вам надо, Мгм. подсказывать им что-то, продавать. И мне всегда нравилась сфера, medical. Мгм. И вообще бы я хотела, выучиться на nurse, наверное, на доктора, Мгм. потому что я знаю то, что особенно в Америке доктор — это престижная работа, и то, что я могу сделать своей работой что-то лучше, Мгм. помочь людям чем-то этим. Мгм. Я знаю, то, что это долго, но я готова трудиться столько, сколько нужно, чтобы помогать другим людям, и это будет приносить благо всем. Помогать людям — это очень классная цель в жизни. Скажи, пожалуйста, ты хотела бы остаться здесь, в Америке, помогать, либо ты хотела бы вернуться в Украину? Либо ты еще не решила пока? Я могу ответить на все 100%, что здесь, Мгм. потому что я знаю то, что в Украине я не знаю, чем я хочу заниматься там. То, что Мгм. там нету больше будущего, и все, что могло быть раньше, оно осталось в прошлом. Мгм. И то, что сейчас у меня здесь есть много друзей, планы на будущее и куча целей, я хочу остаться здесь. Мгм. То есть, несмотря на то, что причина приезда сюда идет через войну, тебе нравится то место, где ты сейчас, и ты видишь себя именно здесь. Да, потому что в детстве, я была в Америке, когда в 2014 году Мгм. я была здесь, и я всегда вам говорила то, что вот, мама, я всегда на день рождения желала то, что она выйдет замуж за мужа, которого она хочет, Мгм. и мы будем жить в Америке. И вот моя Мгм. мечта сбылась, и я понимаю то, что все, что я жила, это не напрасно. Мгм. Есть ли у тебя какая-нибудь просто заветная мечта? Просто, возможно, какая-нибудь с детства, просто какая-нибудь, ну вот мечта такая, знаешь, как кораблик на горизонте вот светит где-то. Ты понимаешь, что туда доплыть далеко, но все равно возможно. Вот какая-нибудь такая мечта есть? Просто мечта. О чем ты мечтаешь? У меня, типа, много мечт, но, Ну, такая вот главная одна, большая какая-нибудь. Или одна из самых ярких. я хочу, чтобы самая моя главная мечта, то, чтобы моей маме все-таки продолжили работу, которую она мечтает здесь, А для себя? и потом мама сделает все мои мечты come true. Мгм. То есть все-таки мама, да? Хорошо, спасибо тебе большое. И последний мой вопрос. Скажи мне, пожалуйста, какой бы ты могла дать совет какому-нибудь другому студенту, тоже, наверное, из Украины, который придет на это интервью? Что бы ты посоветовала им? Я бы посоветовала то, что, какие бы ни были сложности, все равно не сдаваться и всегда пытаться быть открытыми к людьми, к людям. Мгм. Я не понимаю, честно, тех людей, которые говорят то, что я интроверт, я не хочу ни с кем общаться, тогда всякие. Типа, я не понимаю их. Я считаю то, что надо быть открытым к людям в любой ситуации, не сдаваться, что бы ни было. Мгм. И идти дальше к своей мечте, даже если ты думаешь, что все это мечта, нереальная, Мгм. то я скажу то, что она реальная. То, что я сколько мечтала быть здесь, рядом с Лос-Анджелесом, и моя мечта сбылась. То, что просто я мечтала об этом. Мгм. И поэтому не перестать мечтать. А, когда любые ситуации
преодолевать и всегда, если что-то случается, обратиться к близким и, самое главное, поговорить с мамой. Да. Хорошо, спасибо тебе большое. Я думаю, это очень, очень ценный и очень интересный совет. Я благодарю тебя за это интервью. Я благодарю еще раз за то, что ты была очень открытой, за то, что поделилась своей жизнью. Это очень ценно. И я верю в то, что ты будешь оставаться такой же сильной. Я верю в то, что все твои мечты сбудутся. И пусть все так и будет. Пусть твоя американская страница жизни будет светлой, исполненной всех мечт, и побольше хороших друзей. І всього хорошого тебе і мамі. Спасибо вам тоже. Всім привіт! Якщо вам сподобалась історія цієї людини і ви хотіли почути більше надихаючих, мотивуючих та цікавих історій, просто не забудьте підписатись на наш канал і поставити лайк цьому відео. А також, якщо б ви хотіли прийняти участь у нашій програмі стипендій Storyteller Scholarship, а також у будь-яких програмах нашої компанії, зробити це дуже легко. Просто заповніть анкету за посиланням нижче. І до зустрічі у Triple V!